Всем добрый вечер. Скоро стримчик начнется. Ждали меня, я только недавно приехал. Надо было уехать. Вот, и, видимо, для этого отложили стрим на 15 минут. Ну, в принципе, может быть, и просто как обычно это происходит. Разрабы вечно задерживаются со стартом. Что-то ничего интересного не пишет. Ничего нового не пишет. Ни в Дискорде, нигде. Посмотрим, что сегодня покажут. В принципе, тест Альфа 1 почти завершился. Ну, можно назвать его завершенным, так или иначе. Вот. Сейчас какие-то отладки будут, и надо уже ждать, конечно, Альфа 2. Там уже начнется нормальная игра, вот именно та игра, которая нас ожидает в будущем. Там уже можно будет активно, супер активно следить за всем, что будет происходить. Так, надо посмотреть пока. Какие-нибудь вещи может показать. У меня какие-то там скрины были, я помню. Так, ну это там, мага. Это какая-то бабочка была на стене нарисована. Непонятно, что за бабочка. Это дракон. Ну, это обычный мелкий дракон. Монстр. Хотя вроде кажется таким большим. Но это вообще мини-моб. Это я даже не знаю, что я сделал за скрин. Это вот карта. Через 5 секунд они помрут. Это вот последний день, когда был. Там что-то фоткались. Это я маунты раздали, я летал. Какие-то фотки делал. И... А вот это очередь, где... Очередь за маунтами. Мы прям реально построились такую хорошую линию. Были моменты, когда кто-то пытался нарушить, но в целом все достаточно культурно вышло. Такие дела. Так, ну чё, когда там уже начало? Как всегда, вовремя начинает, ничего не скажешь. Что-нибудь написали? Пока ничего не написано. Ну, может быть, ну ладно. Раз новый таймер не появился, значит уже практически все запущено. Адел Хейда, добрый вечер. Ну и всем остальным, кто просто сидит, тоже добрый вечер. Так.
Хотелось бы, чтобы уже вышла игра. Конечно, наверное, графика игры не самая топ. Вот сейчас те же самые эти показали геймплей Перлабуса, да, вот они, то, что разработчики БДО, вот, они показали своего нового проекта, он, правда, не mmorpg, а они все-таки сделали ее, как я понимаю, что-то вроде Genshin Impact, вот, ну, такие новые покемоны, или просто новые покемоны, да. И, соответственно, там, конечно, прям видно качество графики. Даже я заметил, хотя обычно я такого не вижу. Ну, правда, она, опять-таки, мультяшная. Мультяшная где-то, наверное, попроще сделать, мне кажется. Ну, может быть и нет. Но даже уже в трейлере видно, как просаживается FPS, и многие жалуются. Ну, то есть, тоже какие-то там слухи или что-то еще, что просадки FPS. К сожалению, конечно, сейчас, на данный момент, сделать хорошую игру, точнее, хорошую графику, и чтобы не было просадок FPS, ну, практически невозможно. То есть сейчас такое... Пока технологии еще до такого не дошли. Вот, поэтому... Лично я, ну, как бы... Пусть даже графика будет чуть похожа, но главное, хороший FPS, задумка, все будет тогда круто. Игра, ну, Ashes of Creation это, наверное, одна из самых амбициозных на данный момент игр и MMORPG жанра. И, наверное, та игра, которую надо ждать, если тебе нравится MMORPG жанр. Ну, опять-таки, у каждого свое понимание MMORPG на данный момент. Но если, допустим, там, как бы более такие классические старые игры, да, вот это вот улучшенная версия. Потому что сейчас, конечно, есть куча разных вариаций MMORPG, типа как там Lost Ark, да, такие PvE-шные, чисто PvE-шные, ну там с аренками, ну или даже как WoW на данный момент. Вот. Или обычные выживалки. Здесь вот они все-таки, как и задумано изначально, наверное, в MMORPG, здесь они планируют сделать и социалку, и PvP ради PvE, то есть какая-то битва за PvE, открытая PvP, то есть можно в любой момент атаковать кого угодно, ну, кроме там, по-моему, ограничения, нельзя атаковать сопартийцев или там, в рейде кто состоит. Вот, то есть пока система, как в LoL 2, в общем, то, на что не решаются многие, потому что сейчас даже вот те же самые разработчики LoL 2, они боятся, как по мне, ну, даже не то, что рисковать, а попробовать повторить успех LoL 2, который когда-либо был, когда-то там был. Они и свою игру успели убить, ну и здесь тоже не очень получается. В общем, посмотрим. Посмотрим, как все у них получится. Пока, в принципе, очень неплохо идет. Понятное дело, разработка, ну, они не особо затягивают. Многие считают, что это долгострой, но на самом деле еще даже до минимального срока долгостроя не дошло. Окей, слушаем. I keep forgetting, oh yeah, we just had our Alpha 1 stuff. It's just madness. How are you doing, Steven? До сих пор в офис не приехали. I'm sorry, that's totally my fault that we were late. I wanted to, of course, record something. Стивен говорит, что он... My recording failed to record 4 different times. And I was like, oh, I mean, each time it was successively like more angry. I got until... В общем, говорит Стивен, что у него неудачные были записи. Он, видимо, думал, что записывается, но на самом деле не нажал на кнопочку. Потому что я не знаю, какая может быть еще причина. И он очень зол из-за этих неудач. В общем, поначалу, как всегда, кто первый раз здесь будут разные представления, шутки, истории. По сути, такие стримы — это что-то вроде отчета перед инвесторами, потому что это игра на Кикстартере, то есть, по сути, игроки не полностью, но являются частичными инвесторами, то есть спонсорами этой игры. Ну и, соответственно, вот ежемесячный стрим — это отчеты, что вообще происходит, какие планы, что сделали. Иногда показывают видео, рассказывают там успехи, неудачи и так далее.
Well, I'll get right into it. Of course, I'm Margaret Crone. I'm our community marketing lead here at Ashes of ОБТ Creation. And with me, as always, is Stephen Sharif, our creative нет director. в западных играх Today обычно. we Здесь are сразу going релиз, то over есть some есть of our ЗБТ, потом reminders. сразу релиз. We have a studio Пока update, еще неизвестно design когда. update, environment art update, and character update. As per usual, we like to show everything off from all of our teams, and we will do a little Q&A as well. So thank you guys for putting in your questions in advance. В We общем, always как всегда, enjoy that. расскажут And if your про... question doesn't get answered here, our community team is amazing. And Пока actually, we расскажут, have что у них Wagner, вообще who's a new творится, community ну и member, будет a community Q&A. manager Я on так our team, немножко прослушал along момент, with будет ли видео или Lieutenant нет. Toast. We'll be answering your Посмотрим. questions over there on the forums as well. So even if it's not answered here, you probably might see the answer over there because a lot of the questions are repeat questions usually. I see a lot of people, by the way, asking Когда if we're будет in the альфа, studio нет, yet. We неизвестно. are primarily in the studio, Yes. but from a recording standpoint, we don't yet have our recording room set up. Which we'll talk a little bit about that in the studio update, but yeah, our conference rooms aren't completely ready to rock and roll yet. So once those are good to go, I will be reusing and repurposing one or like multi-using it for live stream В stuff. общем, And как we actually just hired on a студия video у них editor as готова well who уже, will но у be них, assisting with that stuff. видимо, еще нет He's awesome as well. студии, комнаты, I где они see будут Z says, записываться "We вот need так, the то есть у fan них чисто art рабочие, wall." видимо, места. Oh, we definitely are planning on having one in the community area. So don't Видимо, они worry. подготовят, Or может быть, we'll к put it in следующему the, разу или через один like, месяц еще, через 2 the месяца game room подготовят area. комнату для Oh, записи, и yeah. уже, наверное, Or будут из in that студии area all the time. Cool. делать запись. Ну и Yeah, плюс, so we'll figure it они out, еще but, потом I mean, обещали you guys have показать sent us so что-то much fan вроде art. We probably will have обзора multiple walls with fan art. небольшого We'll have the видео, wall of fame and the знакомства wall of shame. со своей студией, вообще, что там, что они сделали, We как have оно там talked about a lot устроено of shame. We все. get some like Вот, так что crazy тоже messages sometimes too. можно будет ждать. To say the least. Не, еще никто ничего не пропустили, задержка была на First, I стриме, как wanted to talk a всегда, little на bit about 15 web минут, updates. If you didn't так notice, we did have что downtime проблем last month. никаких нет. This allowed us to put in PayPal. We did a couple bug fixes as well, but primarily PayPal was the main thing that we were fixing as a payment processor. We know there's a couple different issues in regards to that as well. We're working to resolve those. And on top of that, we have web design for our support section of our site that's going to kind of incorporate matching it to the rest of our website. If you haven't noticed, that hasn't really transitioned over, as well as the forums, but we're going to start with the support because forums requires a lot more back-end stuff to happen. Beyond that, we're also doing back-end work that touches accounts and our SSO. This is going to help us provide more options for 2FA account security and also providing better login integration solutions cross-platform. So that means, you'll be able to log in and it'll work with our from web, which includes forums and support, and then the launcher in the future, as well as our phone app in the future as well. So kind of like integrating all of those things so you have like one profile that attaches to all of those. Right now, you probably notice you have to like log in, and then you log into forums, and you log into the support separately. It'll all be like one conglomerate. Ну, в общем, thing. So Маргарет говорит, что it just takes a lot работает of над тем, чтобы был какой-то один вход вход в личный кабинет, который будет соединен со всеми другими устройствами или, следовательно, сайтами и всем остальным, в общем, что связано с игрой. Toy mice? Toy mice. Oh, okay, got it. And they have like this little worm thing that they check around too. I don't know. But yeah, so I think that those are kind of the main things. And this will also allow us to provide you better user messaging in regards to like anytime an account, a change is made on your account as well. So like if a password is updated or things like that. We know that some of that stuff is not Игра будет по подписке, то есть нельзя будет купить, нельзя будет бесплатно, игра будет по подписке, возможно, будут какие-то триалы временные, вот, но, в принципе, игра планируется пока по подписке. Цена будет, пока $15, по-моему. Вот, но будут региональные цены, то есть планируется локализация отдельная в России, то есть отдельные сервера русские. Ну и, соответственно, для русского региона будет, соответственно, соответствующая цена. I'm sorry, they're like being really loud. What is this mouse? What is this mechanical toy mouse? It's not a mechanical toy. It's just one of those little tiny like toys. They're just going crazy. I'm
Sorry. It's distracting. But we really do want to know what your opinions are on new player experience. Obviously, that's the most important thing. I know there's some people in our community who have said this is going to be the first MMORPG that they've ever played. And you know, that is amazing for us to be part of that experience for you. I remember my first MMO. I don't know if Steven remembers his, but it's Oh, I definitely... remember mine. Yeah, like, we Ну, really то, do что wanna Джеффри make sure that покинул, we're making это the experience не good for you and критично. also То есть, да, он for был... everybody. Во-первых, мы не So знаем, if you насколько have он opinions, много please работы share делал. those. То есть, I believe the community team is going to be making a report here shortly. если So не make sure you будет put those прям questions, кардинальных answers, таких, не and то что I даже изменений, remember а my каких-то first death плохих in an чувачков, MMO, которые там actually. It будут was, пытаться бороться за It was Neverwinter баланс Nights on AOL, and или I еще had какие-то just gotten вещи, a то, в quest to принципе, go, пофиг. like, seek out Потому some, что, ну, как бы основная dragon проблема egg or многих игр something. это как раз то, And then что I walked into this пытаются найти вот room, этот and баланс, boom, the нафиг он combat нужен. started, and Ну, a в poison смысле, как cloud бы got баланс cast все on равно me, which почти was like a невозможно 9th создать, level так что spell or можно something было бы и from this забить. Dracolich, and I Ладно. was like a level 3 rogue, and it killed me instantly, and I was just like, oh, that's unfortunate. I didn't even know you could die because I was like 7 years old. I could definitely see that. And then you're like, now what do I do? Yeah, pretty much. Про новые расы пока нет. Задавали and of вопрос, course, next month когда for, расы будут представлены, классы и так big далее. discussion, we're gonna be И asking you Стивен about the или much тогда еще Джеффри anticipated отвечали, character что creation. вот, So ну, would уже love, либо love, ближе love к you to второй get альфе, либо на your второй альфе. thoughts То есть in они on that. хотят, We know that по-моему, a то lot ли of people have скоп... Ну, по-моему, opinions. скопом все So if you сделать, have то есть когда opinions, доделают их все. send them over to our way. То есть In сейчас regards to our это guild ну, discussion, не we самые had важные a вещи, question если for you, честно. which То is what есть characteristics make an ideal еще нет member for your guild? нормальной How do you set and детализации communicate those expectations and ideal keep members, track of a member's performance against идеальные them? члены Now, гильдии. this will help us a ton in regards to some of the systems we're building for guilds. So Сейчас еще нет нормальной definitely go over there, детализации, toss не your все answers скиллы in, есть, because нет that is going там to assist us in making that. аргументов и так And to далее, в tie общем, that куча in, we всего, поэтому have это не app так integration важно. stuff that we're То есть going to be сейчас talking about next основной month. упор делается на So we оптимизацию, would love for конечно, you to и give us your на feedback. окружение. То есть Beyond надо that, понимать, что когда игра делается с самого we know начала, that с people have нуля, been asking about the content одна creator из самых program. затратных по Remember that we're still времени hiring for a position. работ, We had одна из so самых many people interested in затратных, сейчас wanting послушаю, to be part of это this как раз program. создание We want всяких as many people to be in this program as персонажей, possible. But what that окружения, means is that we локации, need да, more- это we need somebody самое-самое to help вот manage the долгое program. выходит. If it was a couple hundred people, I think I could manage it on top of my other stuff. But it is a couple plus thousands of people. So we do want you guys all to be part of our journey here and to help build our community and help build your communities. And our goal is to create a content creator program that is like nothing else that you have experienced at any other studio. It's really going В общем, to be рассказывает something про where we help build a контент-креатор, что community просто together. Not only yours, but пока, ours as пока well. еще в процессе. То Beyond есть that, once там we do hire on a person, we are in a изначально second round of контент-креатор interviews in программа, но regards это to что-то that. вот там, We have a кто couple видео делает candidates или who look стримы. promising, so we'll Набирали see what еще happens in давно-давно, regards to когда those. только игра We'll be запускалась, sending я them был to одним из Steven. них. I think a couple Вот, are сейчас already. всех And once we do выкинули, hire on that и staff по новой member, будут not only are we набирать. going to have Ну, a content creator если, program, but we are соответственно, я building out думаю, a content creator training мне academy проблем попасть не where будет, потому что people я can kind достаточно of go into that first, постоянно train как бы you делаю to get up to видео. speed where we think that you Вот, ну, should be at if you're not quite заявок at the очень point много, where we понятное want дело, to give потому you что игра an invite to the content creator начала program. показывать какой-то And прогресс, of до course, there этого will be some особо не people who было, just ну don't и get into многие the program. заинтересовались. Тем But we'll более, always email конечно, you and let you know, идея what всего you need этого, to она improve. очень, ну, Yeah. она очень It's масштабная. То usually есть people who have no такого, content, like they наверное, literally правильно have no сейчас content говорить, on their риска website. давно, Like, ну, if you так никто apply еще and you have no давно не YouTube рисковал уже. content Потому or no что Twitch хотят content, сделать it's hard for us to look at PvP-игру, your content хотят and сделать tell игру, где if ты можешь you're, умереть, тебя может убить другой streaming игрок в любой момент, regularly, где or if you're making не content будет такого, regularly, что or все what if they have, равны, quality of your что надо будет content. бороться What за if it's like какие-то MySpace вещи. Там, content or ты можешь something? потерять свой нод, I mean, свой город, который ты You развивал. can То be есть много content таких creator. вещей, I mean, look at, we которые, have some people who make comics and stuff like соответственно, that. That's still content creation to some extent, right? I think it just могут depends on the принести consistency of your некое, content and наверное, like недовольство для the игроков. quality is more so, the two things we're looking at. We're not looking at following and things like that. That's not. I know people have asked like, how many followers do I need? That's not what we're looking for. We want quality and consistency. All right. With that, I'm going to toss it over to Steven to talk a little bit about studio Hello. updates. Studio updates, absolutely. So, I think we have about
what, 70% of our team back into the studio right now. So things are going very well on that front. I gotta give a huge shout out because oftentimes in a development scene, you don't hear about the IT guys or the system administrator, and we have a very awesome sysadmin, a gentleman by the name of Jason Zimmerman, who has been doing a lot of work helping get everybody back into the studio, and he has been shouldering a lot of that responsibility himself. Ну, Стивен говорит про студию, что 70% команды уже вроде бы туда вернулась и работает там, и рассказывает про работников, в частности, сисадмин, который очень помогает, хвалит его. Additionally, we've had some great hires over the past month. I think we've had 6 or 7 just this last 30 days, which these very talented individuals who are joining the team, you'll probably see more of as we, get into the dev diaries again. Русский язык отдельно будет регион русский. И планируется не просто русский язык, а система будет как в Вове, то есть обновления будут выходить по всему миру одновременно с переводом в соответствующих регионах. То есть разработчики очень серьезно к этому подходят и очень масштабно. Мой стрим почему-то нигде не показывает, не знаю почему. Helping to kind of retweet or, share our job postings that we have available. We still have many more positions to fill. Obviously, while the team size is large now, we are going to be getting ever so larger. And we have space to grow now that we're in our new studio. Still waiting on some of the ancillary furniture, our conference room furnitures, our cafeteria furniture, a lot of the seating, kind of lounge area stuff. Once that stuff gets in, you guys, Margaret is like literally foaming at the mouth to record footage inside the studio. I just wanted to do like a little water cooler like vibe. I was gonna do kind of like an Instagram stories, Snapchat thing that's like we ask a different developer every day like a question, and it doesn't always have to be like development oriented, but kind of like behind the scenes, getting to know the devs. Steven's like, no, Margaret, no. Not yet. Which is funny. It's usually the other way around with me going, no, Steven. No. Let's make sure everything is tip top and in place prior to doing any sneak peeks in the studio. But yes, no, there's a lot of great content that's planned. Стивен не хочет показывать студию, пока не будет все идеально готово раньше времени, поэтому мы это особо не видим. COVID and this Delta variant stuff and kind of the issues we've been having here in the States. Hopefully that Что по скиллам, сколько их будет, так же, как на первой альфе или в других играх, но я надеюсь, конечно, это будет как в старых играх, типа Аркейджа, там, Ла-2, Вова, но пока против этого. Ну, на самом деле, мотивирует Стивен то, что скиллов должно быть мало тем, что, типа, посмотрите на Вов, там все забито скиллами. На самом деле, как бы, если аддонов не было бы, то, в принципе, все в порядке. Тем более, многие панельки используются для нужных вещей, там, еду поставить, какие-нибудь квестовые итемы, какие-то полезные просто предметы, в общем, они полезные вот эти панели. Which makes sense to some extent because we were kind of using like a webcam from the office, but we're going to have like proper cameras and stuff. So we'll be setting up some cool, exciting stuff. Super exciting. Yeah. By the way, you know what somebody reminded me of the other day? And I don't know if I mentioned it to you, but like, do you know we're only like 2 months away from Extra Life again? I know. Yeah. Well, oh yeah, I know. I'm planning for it. You better get those vocal cords ready. Are we doing some Disney songs again? Oh, the Disney song. Oh, I was so nervous. Like my heart was gonna jump out of my chest. I need to practice if we're gonna do that again. Oh yes, we need to start doing some vocal lessons. Steven. I know. We need to practice a duet. Okay. That's what we need to do. Tell us, community, what Disney song would you want? Oh Steven? Yeah, we should do some pre-engagement and see what like the desires are on the community side. Студия постоянно, ну, есть какие-то всякие донейт-акции, то есть charity, да, то есть пожертвования каким-то организациям или просто какие-то акции, там, праздники, вот, и они часто устраивают стримы.
Иногда там 24-часовые, иногда там 48 часов, по-моему, у них, по-моему, было. То есть они собирают на всякие цели. То есть, вообще, как в Америке это постоянно подобное делают, практикуют многие. Так что, если что, можно всегда у них посмотреть. So we have our huge kind of retrospective that we've been doing since August 15th, and now design is moving off to documentation and pitch phase for some of the changes on some of the systems that we represented in Alpha 1 and some of the things that we want to change going forward. Engineering is looking at, well, I guess we can get into those when we get into the sections. But anyways, we're going through retrospective at the studio. It's been very, very good to obviously have all of our team members go through the feedback and the forum commentary, the Reddit posts, all of your social media commentary, which community has done an amazing job summarizing that into a report that multiple is just multiple reports that are very in-depth and in detail, and it's a huge help. So big props to the community team, not just during the live ops service of actual Alpha 1, but also Стивен говорит, что было очень много отзывов, фидбэков с первой альфы, подробных, просто каких-то замечаний, подсказок, советов. Действительно, очень много толковых было комментариев на форуме, в том же самом сравнении. Я некоторые оставлял тоже. Вот. Ну, понятное дело, в разработке самое главное не просто типа, вы мне подсказали, давайте я сделаю, как вам нравится. Ну, самое главное, конечно, в разработке это понимать, как вообще строится твоя игра и, соответственно, не очень сильно от курса отходить, потому что многие как раз... Ну, то есть, они, конечно, делают более популярный вариант, но люди же не понимают, что им нужно по-настоящему. Они просят всегда более простые варианты, из-за этого портятся очень сильно игры. Вот. То, что изначально планировалось по одному, в одном виде, по итогу совершенно другим выходит. Вот. Но пока здесь вроде бы все очень неплохо. Because like if you were watching something and being able to get feedback versus like actually the feel of something. But yeah, for sure. Lots of reporting going on, and we'll talk a little bit more, and I guess we can kind of move into design. Do you want to play the video first, or do you want to talk a little bit about some of the things? Sure, yeah, we can play the video first. This is a super short video. I wanted to do something else, but there was a little bit of a bug in the development build, which is fine. So was it the combat bug? Yeah, there's a combat bug, and there's like a zoom issue, and it's okay. It'll get fixed. But it's like one day and it's broke. I know. It's unfortunate. But so last month I gave a description of what I felt was a really accurate description of the terror bird. And someone did clip it for me, so thank you. It was so funny. I laughed out loud. It was great. Yes, so I wanted to actually just kind of show you the terror bird in the game, and also, show you, I don't know if you guys remember the Thundering Bolt Beast, and show you the new flower monsters and some of the VFX changes that we're doing based on feedback from the Alpha 1. So it's just a quick little 5-minute video. But of course, I know you guys enjoy that stuff. So yeah, we can start with that, and then we can go into design after. All right. I'm just remembering when I designed the Thundering Bolt Beast. Steven's like, Mark. Птиц ужаса, каких-то цветочков, еще кого-то. How many joints are needed for each of those little wings? Yeah, this is when we transitioned over to like we have to use the base models for everything. All right. Well, video is going to be playing here, and we'll see you right after. Hello, glorious Ashes of Creation community. Welcome to another stream day inside of Ashes of Creation. The world's a little lonely right now. Our month-long Alpha 1 test has finished, and there are no testers to be seen near me, which is probably good for them, because I just wanted to take a second. I know last stream I gave a masterful description of a new mount that had been introduced called the Terror Bird. And I wanted to actually, complement that very well done description with actually seeing the Terror Bird. Ноги сквозь маунты проходят, знакомо.
And so, yeah, like I said, it's good there's probably no testers around because this guy is hungry, very hungry. But just wanted to show you guys it in game. We have a lot of work ahead of us towards Alpha 2. Part of that work is, of course, introducing content into the game and the different creatures and mounts and all the quest lines and fleshing out. Это, как я понимаю, это новый маунт, который они там разрабатывают, и, возможно, еще просто текстуры не до конца зафиксированы, да, вот эти фреймы, то есть это просто внешний вид, но еще не поработали над нем, потому что, в принципе, маунты, на которых я катался, они вроде бы неплохо сделаны, и многие персонажи не проваливаются. То есть плащи, как всегда, это как бы проваливание плащей, это, в принципе, болезнь многих игр, но в плане ног и таких вещей там вроде бы проблем не видел. Some of the model work under the Thundering Bolt Beast, and now his animations are complete. Our masterful animator, Bradford Constantine, I think, did the animations for this guy. I like to call him the Chicken Runner, because when he's on land, о, это новый какой-то. Это птица молнии, птица Тандер, птица грома, как я понимаю. Он бегает как этот, ну, может, как птица бегает на Гаити, который, помните, попугай, типа. Сейчас бы на Гаити. Диана Христи. So initially, it might not be super capable of gliding. Let's see, hold on, let's see how far I can glide. All right, here we go. Wait for it. Wait for it. And... oh, look at that. Okay, not too bad. Not too bad. Glide, I mean, for not having been leveled up at all, the glide's pretty good. But as you level him up, he'll be able to glide further and further and further and further. Level up, типа его можно прокачивать. If you manage to become a mayor of a metropolis or the king or queen of a castle, or if you get this guy as like a limited time drop off of a world boss, then you'll have the ability to be amongst the very few who can fly him. And when he flies, he is majestic. Oh, I love the cool tail and all the wings on him. It is pretty awesome, this guy. Какая-то змея, не птица. Give you a look at some of these creatures. Of course, you guys saw some of the combat changes that we did. Я как понимаю, летающие маунты будут у игроков. Все-таки, да, возможность, но максимум они будут так парить. То есть не летать, а именно вот скользить по воздуху и постепенно приземляться. Ну или просто плюхаться вниз. And in the first pass, of course, sparkles are easy to do. But now that we've had some time initially to kind of look at that feedback, you'll see the Radiant Burst effect has changed to something a little bit more indicative of what effects are going to look like going forward. I love this plant creature. These poor guys, when they die, their petals just go flying. But yes, so a little short update in the empty game world of Ashes of Creation right now as we continue development towards Alpha 2. But I will see you guys back on stream here in just a little bit. And we're back. Oh my gosh, the petals falling off. That death animation is so cool. I was watching. I feel bad every time that thing dies. It's so beautiful. And then I was watching the Thundering Bolt Beast fly. I was like, oh, okay, maybe it's a little weird. Why did I design that? I don't know what I was thinking. I think it looks great. It's a cool beast. You guys will notice also in the footage that there's some heavy clipping. That's some just general touch-ups after a mount is added to a game, you know, you're going to have those types of clipping issues, but those will be touched up. And, you know, it's cool with the Thunder. Ну, дизайн экипировки мне, конечно, нравится, а вот как всегда, сами персонажи у них максимально реальные, наверное. Так надо говорить. Levels up, essentially. Не корейские and I think персонажи we might явно. even include, this is some design discussions we've been having, you know,
there's variance among the speeds that mounts can have based on how those mounts get introduced into the world, whether it be through the animal husbandry system or whether it be through merchant tables or through rare drops or granted by title requirements. They'll have varying degrees of abilities like speed, and they might also have modifiers to their glide distance as well. So that, when I just jumped off, it was very little glide, like there was no glide at all. Маунты будут отличаться по способу получения, то есть если, допустим, его с помощью бризинга, размножения получить, то, соответственно, у него будут одни обилки, если купить у торговца, так, даже такого же маунта у него могут быть другие обилки, и, следовательно, наверное, будут какие-то более сильные, более слабые, даже если у всех будет одинаковый маунт, кто-то будет сильнее, кто-то будет слабее таким образом. В принципе, довольно неплохой вариант. Напоминает баранов блес, когда ты пытался поймать того, кто умеет по горам. The existing documentation around our core mechanics and systems and applying what we visually observed during Alpha 1. For example, one of the big systems obviously is combat, right? Combat is a very integral component of any mmorpg. It's the most tactile interfaced with system in the game. And you guys saw some of the initial combat changes that we were able to roll out during Alpha 1, but now as we move forward towards Alpha 2, we're really going to start expanding, fleshing that out further, adding additional polish for those, because there's a lot of subtleties that go into combat, right? And many of those subtleties have to do with UI and how we present information to the player. They go into, you know, specific timings with our frames in the attacks for weapons. They go into kind of the ability design and what we learned from that. So as design kind of observed feedback both from players as well as collected the data from Alpha 1, we're using that to kind of reanalyze and actually we have about I think we have, after this retrospective, I think it's probably going to be at least, I would say, 2 to 3 weeks of many hours that will be taking up my daily schedule with the design team as we go through what we call the pitch phase, where each design Стивен говорит про боевку, очень много на ней работали, тоже разные варианты предлагали игрокам, там, одно убирали, другое добавляли, кому-то что-то нравилось, кому-то нет, очень много было разговоров на форуме по поводу боевки, и хотят, конечно, сделать такую, чтобы она была удовлетворяла все, то есть чтобы не было такого там супер экшена, но при этом она была достаточно быстрая. Маргарет, да, она довольно так всегда стильно одевается. So that we can get a good summary of what's out there from a discussion standpoint amongst the community, and we can incorporate that as part of our internal reviews of these systems and those pitches. So that's generally what design has been up to thus far. From an actual implementation standpoint, there's some additional components such as tool request to engineering, helping to flesh out additional parts of the world map as we're moving towards Alpha 2. Obviously, it's a significant expansion of the world, so that's going to incorporate you know, everything across the board, from design, from narrative to world pop to level design to fleshing out itemization and additional resource components. Like, there's a lot of stuff that's on the plate for Alpha 2 that design is now essentially going to be helping to guide the other departments as part of what our desires are for Alpha 2. Cool. Ну, в общем, можно подытожить, что готовится к Альфа 2. Альфа 2 это будет действительно такой очень серьезный рубеж, потому что сейчас еще можно, ну, не то чтобы простить все, ну, то есть анимация и так далее, это многие понимают, что это еще будет дорабатываться с графикой, а вот сам по себе геймплей, соответственно, он только начнет появиться уже более-менее во второй Альфе, и, соответственно,
in the в зависимости от фидбэка, многие продолжат ждать игру или забросят ее. We are citing essentially topic discussions and community sentiment across different social mediums, whether it be our forums or Reddit that you guys have provided as part of your summary from the community, right? Twitter, for everywhere, right? Yeah, and when we have discussions as the design team on how we want to move forward with either changes, adaptations to particular things, we are referencing community sentiment. How does that sentiment stay in line with what our core philosophies are, right? Our core pillars. Вряд ли в этом году. Хотя, может быть... Ну, то есть, как она будет готова? В принципе, если уж на то пошло, то многие отметили, что, например, та же самая Альфа-1, она, ну, не то чтобы не уступает по контенту той же самой New World, но она очень хорошо сделана. То есть, если бы туда добавили побольше квестов, каких-то там, побольше дропа предметов, то это была бы уже полноценная игра. То есть, в принципе... даже Альфа-1 уже не очень сильно уступала большинстве игр, которые сейчас делаются. Вот. Альфа-2 это все-таки будет чуть более серьезная штука. Понятное дело, ее будут постепенно показывать, то есть, допустим, сначала постепенно будут открывать контент, возможно, плюс уже говорили, что на Альфе-2 не будет весь доступен контент, нельзя будет сбегать там в самые дальние локации, то есть нам будут все равно давать какие-то куски, но это уже будет реальная карта, то есть можно будет посмотреть на то, что нас реально ожидает. Как это будет по-настоящему квесты, как будут делаться, какие-то там сражения за боссов, это все будет уже максимально приближено к релизу. Когда это будет готово, ну, я не знаю, да, то есть это только разработчики могут рассказать. Ну, я не думаю, что это будет слишком затянуто. Я думаю, уже достаточно скоро начнется вторая альфа. So they have their tasks for Alpha 2 as well, and that relates kind of to the outstanding feature work that's required and present still for the systems that we'll be bringing online in Alpha 2, right? So as we've said in Alpha 1, and what a lot of people saw as you were watching Alpha 1, you know, those are core systems, those are the core functionality of those systems, but there's additionally outside of that core functionality, there's obviously bells and whistles, there's expanded functionality that we want to have present, there's optimization work that needs to be done, there's some tech debt that gets accrued as part of any milestone, right? You know, you kind of for those of you guys who may not understand like tech debt as a reference, but essentially as you're working towards a particular milestone, obviously you have the best of intentions with regards to doing things the right way as you're moving through, but sometimes as time dwindles away and you're getting up across the deadline, certain things require a little bit more work than you have time to do, and that's when we do in kind of stopgap measures and kind of shortcuts on some of those things, which is okay to have a little bit of tech debt, and part of that process is identifying what those to-do tasks are in part of the code base, going back, taking out what was put in temporarily, and implementing the correct process as well. So that's a little bit of what engineering is doing as well. But they're also participating in the retrospective and also identifying some of the core features and what technical implementation was utilized in order to present those core features and how we should rethink some of those things. You know, obviously, it's not as going. Excuse me. It's not going to be. Sorry about that. It's okay. It's not going to be as intensive as actually writing the system over again or having to reauthor it, obviously, but it is identifying where certain areas can be changed as part of writing a particular mechanic and how that interacts even with other mechanics as well. He doesn't have COVID, you guys. He's just... No, I'm Steven fine. Has had a cough I'm sorry. Forever. Like... Yeah. You just kind of have that, right? Like it's a... Sometimes I just talk too much, honestly. I think it's just I just get a dry throat, and then the more I'm like talking, the worse it gets. And yes, it's not wine in his glass, it's water. Yes, the water helps. You always drink it out of like what looks like a wine glass, so people are like, is he drinking It's a goblet. Wine? A goblet. He's just fancy AF, okay. Стивен утверждает, что он пьет воду, но мы-то знаем, что это не вода. Что такая холодненькая. For security that came up, and obviously some things that we're looking forward to doing in Alpha 2. Do you want to talk a little bit about that as well? Sure, absolutely. Yeah, so, you know,
for Alpha 1, and those of you guys who kind of observed, we actually had a relatively stable environment for Alpha 1. I mean, there were a few times where we had to bring up the servers, back up again, and there were some security attacks that we had to address. It wasn't really our primary focus, at least on the ancillary security components of the game. Obviously, in the game code itself, there was a focus on making sure that things were secure there, but like login and authentication and DDoS protections and DOS protections, like that wasn't really at the forefront of our mind for Alpha 1, which is fine, because when they came up during Alpha 1, I was actually very impressed with our team's responsiveness and the ability to deploy countermeasures as part of that process. And I don't hold anything against, people who come and probe, the security protections. Like, in a way, that actually helps. I mean, I would prefer they come to us and tell us directly, but in a way, it helps our investigative process. It helps the way that Стивен рассказывает, что во время Альфа-1 были всякие DDoS-атаки, и другие вариации атак. Вот, но, в принципе, команда разработчиков очень хорошо с этим технарей справилась и отразили. Также он попросил, что в следующий раз, если вы это будете делать, сообщайте, когда вы это делаете, чтобы мы как раз промониторили и улучшили защиту. Вот. Or Steven, you have a lot of DMs, so doesn't get you lost might get lost. But if you DM one of the community team members, like the community managers or me, we will get on it right away. Like, those things are things that, we're working with engineering on all the time. And we have had people reach out to us in the past in regards to those type of things. I like somebody said, hacked out of love, copium. Okay, maybe a little bit of copium. But regardless, it was great to see the team's response to that, because, we had issues. I felt so bad. I'd be like calling somebody up at 3 a.m. I know. But I thought we performed very well in that. So with that regard, going forward, obviously, Alpha 2 is where we're going to employ more stringent security measures, especially around those ancillary systems and as part of the game code even further. Because, from our perspective, obviously, mmorpgs, when you have a large amount of players that are participating across many different systems and in a single environment, there's always going to be opportunities for certain individuals to do things that are a little bit unsavory. In that regard, that's going to be a focus for us going forward to Alpha 2. All right. Speaking of Alpha 2, I know that people are wanting a date. We don't have a date for you, so we will not be announcing that on this stream. When we do have a date, we will let you know. But obviously, right now, our main thing is kind of going through, making sure that we have all the systems in, ready, or getting those things ready and prepared, and figuring out time frames that those things are going to take, tasks. Альфа 2 неизвестно. So it's going to be a Да, little сейчас недавно закончилась Альфа 1, поэтому смысла пока нет ждать. То есть они настраивают, донастраивают все системы, которые тестировали. Ну и когда будут готовы, может быть, уже тогда начнут планировать Альфа 2. Ну, наверное, у них уже есть там мир нарисован, да, более-менее на какой-то процент. Возможно, даже частично там ноды уже подготовлены. То есть какая-то база наверняка там уже есть. Просто как бы еще не отполировано все это. Stage 3, perhaps up to city, if not metropolis stage for Alpha 2. Another component is going to be drastically increasing the world size, and that incorporates obviously a significant amount of other work, such as all the quest lines, the level of progression, incorporating secondary archetype choices, having augment capabilities as part of the combat system and the skill trees, incorporating the weapon skill trees as part of that, having a vast array of diverse creatures to select from, having some more of the spawner influence and changes that get adjusted in the world based on node progression, incorporating more of the parent vassal system and how nodes interact with each other, expanding out the guild skill trees, really doing a significant revamp on gathering and the way that we're actually going to start demonstrating the real gathering systems, the itemization and crafting components, just general artifact
partisanship Пока tree. нет даты. You know, those are big portions of what В общем, Стивен только что перечислил все, что нас... Не то, что все, что нас, да, а что надо еще добавить, что появится во второй альфе, куча всего, там всякие аргументы, вторые классы, нормальная система сбора, крафта, там, ноды, бла-бла-бла и так далее. Короче, куча всего. Поэтому все это они делают, ну, наверное, сделали частично, работают, посмотрим. There's a lot of work that's necessary for Alpha 2. And with that regard, of course, we're going to be keeping you up to date, and Margaret and her team are going to be keeping everybody up to date and interfacing with you guys as we move forward. But from a amount of work standpoint, there's going to be some time here where there's a little bit of downtime. You know, we had a lot of kind of showing of what's happening behind the scenes and Alpha 1 itself, and, you know, there was no NDA attached to that, and you got to see players in the world, and that's all great. But now we really need to heads down focus on Alpha 2. We have a lot of work ahead of us. All the teams have a lot of work ahead of us, and there's going to be some down period between Alpha 1 and Alpha 2. There will still be some spot tests. We'll still invite some of the testers from Alpha 1 back to to participate as part of those spot tests become necessary, dictated by our developers. But you know, there's going to be some patience to be had, and you know, as we spend the time that's necessary to make sure we're getting things right and are incorporating the right feedback that we received during Alpha 1 and stuff. Ну, в общем, сейчас они будут работать над созданием всего, что нужно для второй альфы. А Стивен продолжает потреблять воду минеральную. You've watched the journey, and it's been pretty cool to see that. It's gonna be even crazier because we're gonna have some really cool stuff come online, and so you're still gonna see those systems as they come online and piece by piece, and of course new art and like just basically everything from our teams. I think you'll actually see more stuff from design, especially as we move forward, because now Alpha 2 is really where a lot of those other systems are going to be starting to come online that, you know, we're very much in engineering's field, and so we can't really show you what engineering is doing. Although McP has offered to show me code, I was like, probably shouldn't show that on the stream. But yeah, we do have lots of cool things for you guys planned. A lot of dev diary stuff will be coming back online once the studio's ready, and Steven approves that I can start recording разрабы НВ украли идеи развития своих городов в АОК, в частности, квеста на развитие станков в городах, сбор ресурсов на них. Нельзя сказать, что прям украли, наверняка подобное было и в других играх. Тут скорее момент социальности, да, то есть что... По сути, если что-то НВ украли, то это то, что любые игроки и вары, и не вары, они развивают один город. Да, вот это да, такое, наверное... Ну, хотя такое, похоже, наверное, было в этом в Альбионе. Ну, все равно дело не в самой идее. Идея, она может быть везде. То есть там сейчас может набежать там 1000 человек и говорить, а вот это было здесь, а вот это было здесь, а вот это было вот там. Вот. И в целом они будут правы, да. То есть здесь как бы нет такого, что там они не правы. Что Creation первый. Все решает именно реализация. Реализация, как это все было реализовано, как смогли правильно... how they're procedurally generated, that was functioning as well. Здесь это добавили, там то добавили, ну и так далее. Просто развитие городов, это же довольно скучный контент, да, прикольно развивать, а толку от этого, да, то есть это же должно с чем-то сочетаться. Вот как раз здесь это сочетается с тем, что, вот, допустим, New World, да, ты просто развиваешь отдельный город. Ну окей, развиваешь, да, ну максимум, что тебе могут помешать мобы. Вот, хотя
в принципе, мобы это достаточно тоже такой правильный момент. Вот. Здесь же, например, если ты хочешь дальше развиваться, то тебе нужно разрушить нод, который мешает твоему ноду развиваться, то есть дальше. То есть такие PvP уже мотивация, ну, опять-таки PvE, PvP. В общем, пока все равно непонятно, насколько это будет правильно реализовано или нет. But the location and placement and what parameters design has to set as part of the platform tech for particular buildings. Speaking of design, I saw a prototype that one of them did, and that was pretty cool. They were like... Особо ничего интересного не было с самого начала. Yeah, Bucky Collins did a great job using very... Не, ну бывает действительно воровство прям вот прям один в один, да, бывает такое. Ну там прям даже иногда стыдно смотришь, думаешь, ну блин, ребят, ну совсем один в один-то нельзя, но мы понимаем, что все крадут, ну хоть совесть-то имейте хоть какую-то. Вот, но если мы говорим про глобальные какие-то идеи, то они уже все закончились практически. To play out the way that nodes are going to move. Like for example, I guess I really shouldn't give that information, but this stuff in the back end, which is predetermines essentially how nodes progress from a territory standpoint. That's a very important component. But from the environment side, on the R&D stuff, that's really going to be like, how can we make sure that node placements are equitable when it comes to sieging and defenses of those particular nodes, the types of number of gates you have to make it through in order to reach the town center, not having too much terrain around a node that just makes it so easy, like if a node's in a basin and like you can have trebuchets on the top of terrain, like raining down fire out of the range or fire, attack back from the node itself. Like that's part of the R&D, the research and development aspect of determining the right type of layouts that need to be preset from a parameter standpoint as part of this procedural generation, because we also want nodes to look very different. We don't want nodes to look the same, right? Ну, рассказывают про ноды. Одна из особенностей нодов, что, ну, как особенность, да, разработки Ashes, что не будет рандомных нодов. То есть есть определенный нод, который, ну, допустим, торговый нод, он всегда будет в этом месте. То есть не будет никогда здесь военного там или религиозного, всегда будет торговый. И также Стивен рассказал про изменение ландшафта, окружения вокруг нода, там, сложность осада, то есть каждый нод будет достаточно уникально, то есть не будет такого там Ctrl-C, Ctrl-V. То есть где-то, может быть, осада попроще будет, как я понял, где-то посложнее. Вот, следовательно... Ну, опять-таки, нод — это город, это не владение, это не замок, это вот... Это общее, это вот как... Практически как коммуналка, и то даже коммуналка, где, конечно, у тебя есть своя комната, но она... Это как вот, да, общая кухня, да, в коммуналке. Вот нод — это примерно такая штука. То есть все как бы они вроде бы заботятся, но прям вот профита ты с этого особо не получаешь. Okay, no, this is obviously there's a wide array of different types of biomes that's present, and one of these components is obviously how do we portray landscapes that are not just beautiful but are also dangerous, and there's obviously environmental hazards and effects that can be part of these types да, дизайн хорошее окружение в игре, согласен. Always the prettiest side of TERA, but also show в этом плане они очень хорошо работают. I don't want to say vulgar, but like the more antagonistic aspects, the gritty, dark. Yeah, exactly. So that includes stuff like corruption and how it kind of perverts the land, or these more kind of apocalyptic scenes where you have these, large flowing rivers of lava, emanating from a giant volcano, and because we're able to like significantly increase the draw call distance that you can see the world around you, it's cool because you may see this volcano from
О, кстати, да, дистанция, на которой ты все это видишь, это просто она огромная. Даже где-то картинка есть. Это вот я взлетел на самый-самый верх, и можно увидеть, ну, даже какие-то вещи можно видеть сверху. Yeah, absolutely. And I think the great thing about these types of concepts is they're not just identifying the specific biome, but they're incorporating the type of perspective you want to have with those long draw calls, right? With being able to see that mountain at a distance or having. Круто будет, если все это будет активное, то есть если каждая вот эта локация вокруг нода, она будет активная, здесь будут люди там что-то фармить, где-то там кого-то убивать, где-то защищать, что это не будет пустое, а именно это основная цель игры, что каждая локация будет иметь какие-то свои преимущества, недостатки, там, профиты и and it's like right next to me, or have a very curated path that I have to follow, and that can just be a super boring thing. Yeah, if there's a waterfall, there better be something hidden behind it. No. That's right. And of course, Stephen talked a little bit about the different nodes. The first thing here I'm going to show you is actually a bunch of props for the Dunir. We're building out more things. So we have, this is actually a fireplace. It's work in progress one. So maybe next month you'll get to see the final of it. We've been showing a lot of the different stuff that's going to be in houses and in nodes. This is a podium that you'll probably see in a town. And then we also have some bridges. You can see a couple different variants of bridges here. Ну, показывает разные строения, опять-таки, напоминаю, что все рисуется с нуля, и, соответственно, приходится модельки разных предметов рисовать полностью с нуля, неоткуда брать. Вообще, на Unreal Engine 4, по-моему, вообще нет mmorpg, как минимум готовых, тем более в таком сеттинге. Тут даже неоткуда модельки взять, походу. Components, and these are the types of ну, к ноду будут прикрепляться через гражданство, как я понимаю. То есть тебе нужно нафармить деньги, заплатить за то, чтобы купить дом или жилье. Тогда тебе становятся, как я понимаю, доступны дополнительные функции, типа покупка, продажа предметов у NPC местных, квесты некоторые, возможно, какие-то еще вещи. Караваны всякие. Забор. А вот и забор. Мы теперь все увидели, можно уходить. А теперь длинный забор. Широкий забор. Очень крутой забор. Давайте дальше. Еще забор. А, это калитка. Калитка, через которую не пройти. Yeah, it looks great. Environment team always does such a great job. Вот если попрутся в один нод, это как раз самый главный вопрос, как по мне, на который ответ пока я не слышал. То есть, допустим, скажем, социалка, да, вообще в реальном мире, она делается таким образом, что у тебя нет выбора. То есть ты живешь там. Если хочешь, типа, жить где-то еще, тебе надо там заработать. Иначе ты, ну, как бы живешь по средствам, скажем так. Вот, вынужден, да, жить там, где вынужден. Вот. А что касается mmorpg, то кто тебе запрещает жить там, где ты хочешь, по идее, да, вот так, если подумать. Вот, поэтому мне интересно очень, как они реализуют вот это ограничение нахождения в том или ином ноде. Один из вариантов уже, по-моему, есть. Это, конечно, налоги. То есть, чем выше нод, тем выше налоги ты платишь. И, следовательно, ну, это на самом деле не так сложно посчитать. То есть, например, фармля обычных мобов, ты получаешь, допустим, 100 золота в час. Средний игрок играет, допустим, там 2,5 часа в день. Вот.
И, соответственно, ну, округлим до 15 часов в неделю. Ух ты, какая котяра прикольная. Офигеть. Все. Мой маунт. Я к тому, что вот средний игрок играет, допустим, 3 часа. Да, ну, округлим 20 часов в неделю. То есть это он получает 2000 золотых в неделю. И если, допустим, сделать налог в ноде 6-го уровня 2500 голды в неделю, налог жителя в 6-м ноде. Следовательно, игрок, он не в состоянии будет просто платить налог, ему придется перебраться в нод 5-го или, может быть, в нод 4-го уровня. То есть за счет вот таких налогов можно отсеять игроков, которые, грубо говоря, не то чтобы недостойны, да, они не являются задротами, да, или, допустим, какого-то уровня. Причем, ведь, ну, деньги это не просто фарм, да, это я как бы в фарме вычислял, потому что деньги можно зарабатывать с помощью крафта, там, с помощью торговли, может быть, ты супер торгаш, который там покупает, продает, у тебя там миллионы, и тебе наплевать, что ты играешь там 2 часа в день, ты все равно зарабатываешь миллионы и можешь там хоть весь 6-й нод скупить. Вот, то есть, грубо говоря, вот подобные налоги, они позволят как раз заставить игроков уйти из этого нода и найти место, где им более комфортно. Тем самым он начнется развиваться в том ноде, и таким образом этот нод не будет пустовать. Вот. Понятное дело, кто-то играет больше, кто-то меньше, но вот для, соответственно, 6-й нод это для тех, кто играет побольше. Next up, I'm gonna go backwards, so I gotta go. We've got the Black Sight Watcher. So this is a cosmetic one. This is from a Halloween set previously. Почему никто не задает этот вопрос? У них же есть... Задавали вопрос. На самом деле, это пока сложно. То есть есть уже варианты, даже на Вики и так далее, уже какие-то есть. Вот налоги, это... Ну, моя идея была, но опять-таки на Вики это тоже информация есть. То есть пока 100% нет ответа. То есть была информация, что, например... Соответственно, вассалы будут иметь определенные, то есть уникальные для вассалов какие-то преимущества, которые не смогут иметь сюзерены. Соответственно, быть вассалом это тоже будет выгодно, потому что ты там что-то сможешь зарабатывать. Вот. Ну, в общем, как бы сложно пока понять, как это будет работать, потому что все планы, они абсолютно нерабочие, пока это не дошло до практики, лично я считаю. Don't bear back the Carmine Chameleon. Oh no. But yeah, these are meant to be, my thought process is that I would love to have these be like in like a cavern, and then like you don't realize that it's a creature and you go to like mine it and then it like comes out and attacks you. Это существо, даже иногда я сначала не можешь понять, что это существо, оно может быть превратить, ну, выглядеть как камень, типа хамелеон. Ты начинаешь его киркой бить, а он такой, слышь, что ты меня киркой бьешь, и лапай тебя в ответ разочек. Бьет от меня киркой, понимаешь. I mean, it's probably gonna happen, it's fine. The next thing we have here is the Greaves of Pride, so you can kind of see the final version. Это we'll also эти show you наколенники. The work in progress and how these work. So sometimes you get to see the gray scale versions of each of these things, like you did with the fireplace. But this is one where you get to kind of see the whole process of it. Which is I love the detail, and I would say that you know, partly. Obviously, outside of the fact that we have very talented artists, but partly the reason for these types of detail on the armor sets and the weapons is that as part of our home system, you'll be able to have certain types of furnitures that allow you to place armor sets as display, and having those armors be intricately detailed like this one, I think is going to be злой really cool котенок, злой лев нарисован. Oh yeah, like housing decor. People love to have the models of the items put in their house. Вообще социальная модель mmorpg это вот будущее за ней. Другое дело, что пока еще по-настоящему хорошо никто не смог реализовать, да и не делали толком. То есть
Думаю, в ближайшее время как раз многие, ну не то чтобы начнут делать, но если кто-то и будет делать серьезные MMORPG, только вот социальные, потому что другие, они уже не будут... Ну или суперказуальные. Суперказуальные, гиперказуальные какие-то, даже не гипер... Нет, суперказуальные вещи или вот социальные MMORPG. То есть, как бы больше вариантов особых нет, что может выстрелить. Very cool. Не, поножи это... ну, это типа штанов. А это именно вот наколенники. Ну, может быть и... Ну, это щитки, да? Я не знаю, как поножи... Оно может быть и поножи. Может быть и поножи. Я... По-английски Greaves, а по-русски... Не, ну поножи, они как-то по-другому переводятся. Jewelry boxes as part of like furniture as well, and like let you put jewelry in the box. You can propose to somebody with a little окей, я... So cool. Because we are gonna have weddings. Oh, I'm so excited. I'm so excited for like just community stuff like that. That's gonna be great. Oh yeah. We will definitely 100% have to have like a Varen interior decorating show series on like Twitch and easily. YouTube. We will make that happen because I love that idea. I'm sure there's going to be like also, you know, Varen companies out in the game world that sell their in-house decor services, and like you can add them to your family and then give the permission to deploy based on that, right? For the property or whatever. I think in the past you had said that we wouldn't provide permissions like that for somebody else to come in and like change stuff like pick that. up, they can access like inventories and stuff, but maybe that's something we have to talk about, because in the past at other places that I have worked as well, we've allowed people to do that, and it's been pretty cool. You can like hire somebody to like help interior decorate, because people would like make a hot tub out of like crazy weird stuff, like putting them together. It was madness. That's true. Было бы прикольно, вот они что-то об этом говорят, чтобы появилась система, ну, неких контрактов, скажем так. То есть, грубо говоря, ты... чтобы это не было как внеигровые договоренности, а это именно было в игре. То есть, например, ищешь в игре с помощью какой-то функции человека, который тебя проведет там на какого-то там босса. Ты, соответственно, платишь деньги, точнее, они уходят в контракт, и как только ты там выполняешь человек тебя проводит, ты получаешь какую-то награду, эти деньги автоматически переходят этому игроку. Вот. Было бы прикольно, если бы такие функции начали добавлять, потому что я даже не знаю, в каких играх подобное есть. Но я думаю, особо и нет. Really cool. And we have a turntable. Yeah, that looks great. Sparta. I was going for kind of that, you know. На самом деле этот вопрос задавали Стивену как-то, потому что это достаточно популярная тема во всяких лит-РПГ или VR MMORPG, книжках, новелках. Вот. Но Стивен говорит, что пока... Они думали об этом тоже, то есть это не то, чтобы у них не осталось незаметно, по крайней мере, так сказал, но пока они не готовы что-то подобное реализовать. Ну, на самом деле, просто у них и так много всего, чего раньше не было, что надо продумывать, поэтому пока морочиться с этой фигней, наверное, просто не хотят. Это не похож на спартанца, это он и есть, наверное. Bless you. They didn't hear me, but you did. Bless you. My allergies are going crazy, so that's why I'm keep coughing and sneezing. Yeah, Eli did this set, I believe. And he even made the weapons. Как они вообще хоть что-то видят, когда у них все глаза закрыты? Ау, откройте им глаза. Yeah, we will find somewhere to use them. And we have a turntable of this as well, so you can kind of see that. Oh, I love it. It looks so good. Great job, Eli. Looks very good. We did a little zoom in. Ну да, сейчас посмотрим, есть глаза или нет. Oh, nice. Got a little zoom in going? Yeah. Вот, вообще глаз там нет. Серьезно, полностью глаза закрыты. Может быть, они на слух ориентируются.
Религия, да, это что-то вроде фракции, как я понимаю. Религии будет несколько разновидностей, то есть можно в одну вступить и дойти до максимального ранга, то есть там второго, третьего в религии. Вот. В зависимости от твоего ранга ты получаешь определенный набор аргументов, которые ты можешь использовать для усиления своих способностей. То есть религия это будет важная штука. I mean, you probably already have seen them through Alpha 1. But yeah, you're helping us really like build it out. Next up, we've got Junior plate set. There's two different versions of this. So this is the first one. And this one's in-game achievable, yes? Yes, correct. And you get to see the progression path of the armor set as well. Little horns on that one. This one has like a little mohawk. Yep, so just again to give you context in comparison between armor sets that are achievable in game and the cosmetic skins that people can purchase. Obviously, again, our primary objective is that we keep those equitable, that you are not, a lot of games probably many of us have played, you're forced to consider the purchase of cosmetic sets if you want to look good at all. That will not be the case in Ashes. There is both a path towards achieving. Пока неизвестно, насколько религия будет важна, то есть будет ли какое-то влияние серьезное, или это будет просто обобычная фракция, в которой ты выполняешь квесты, повышаешь репутацию и так далее. Но, учитывая, что будет одной из разновидностей, один из видов нода, наверное, так правильнее будет сказать, держи, конечно, всегда путаюсь. Один из видов нода это будет религиозный. И, следовательно, чтобы стать мэром в религиозном ноде, наверное, надо там какие-то религиозные задания выполнять, там, не знаю, не помню точнее, может быть, есть какая-то информация или нет, но, в принципе, в каждом типе нода есть свои условия для того, чтобы ты стал мэром. Там, в боевом надо победить на турнире, там самым сильным быть, в торговом, соответственно, самым богатым, как я понимаю, или просто купить место, я не знаю здесь на 100%, может быть, как там совершить сделки. Вот, в научном обычные выборы, то есть именно выбирает, кто будет. То есть, например, грубо говоря, если даже в клане 100 человек, а в ноде находится 500, то не факт, что клан, допустим, проголосует все за себя, а остальные 400 проголосуют для кого-то другого, и клан не станет, человек из клана не станет мэром. То есть придется клану договариваться там, с игроками, покупать их голоса, допустим, да, для того, чтобы... Кстати, вот здесь бы контракты отлично сработали, типа проголосуй и получишь там, одну золотую. Вот. That's super tough. There's so many different и религиозные, вот как раз последний тип. The biggest takeaway probably would be the direction of combat and the fluid nature we want to have between tab and action. The direction on the melee combat, the great amount of work that the new ability system team did, especially on the back end side of things. But the biggest takeaway I would say is that we're heading in the right direction. Now we just need to add some further polish, some bells and whistles, and continue down the path of that more free-flowing melee component and the really responsive, fast type of feedback from combat in the ability usage as well. I think from my perspective, it's definitely the user flow process from downloading to patching and getting in the game client. I think we still have some improvements that we need to make in regards to that. And obviously internally, I think there's some live operations communications that we need to work out and get those kinks set up. But это не попа, это хвост. Ну как он бегает, это просто, это как бы, да. We're trying to test in this alpha one. For sure. Как он бегает. Feedback from Audenix wants to know, Audenix wants to know about feedback. I went dyslexic there for a moment. What is one thing you wish us testers and community members
better understood about the development process in order Сейчас он to будет give more взлетать. valuable feedback. Давай, взлетай. Can I answer this one? Он летит. I think for feedback, the best things that you can do are a brief sentence on what the issue is that you're encountering, repro steps on how to reproduce the counter. Была хорошая попытка. What results you had, and then the expected results. I think that to me is the most confined way to provide like bug feedback. In regards to feedback, I think being concise and like giving us like what your problem is, and then kind of what you expect to be happening versus what you think is actually happening, I think to me allows us to really understand like what you're trying to get to. Because for instance, I worked on a previous game where, you know, sometimes you find out that the issue that somebody has isn't the issue that they're saying. For instance, we had like a weapon and someone was like, oh, it feels like it's not doing as much damage as the other weapons. But then I went in and looked at data and I was like, oh, they're doing exactly the same amount of DPS. So it's not a damage problem on the data side. It's actually an animation problem that's making it feel like it's not doing as much damage. And all we did was alter the animation and everyone's like, oh, this change is so good. It does so much more damage. And we're like, it doesn't really do any more damage. It just feels better. Because we understood, like, oh, the problem is that people feel like it's not doing enough damage. В общем, Маргарет наконец-то рассказала, почему многие считают, что мало дамажат. Потому что им кажется, что они мало дамажат, но на самом деле они много дамажат. Won't know the difference on a lot of development related, you know, things. Of course, that's why, as you said, it's important to give good context behind any of the feedback, right? Yeah. Because then it allows the developers obviously to read into what you're saying specifically and know with their developer Because sometimes the instinct. issue you're encountering isn't actually happening. Right. So we'll go in and we'll test it. We're like, oh, that's not happening. And then if we don't have context, we're like, well, it's not broken. So yeah, what I would say that's helpful to me, in addition to what you described, Margaret, is I think one of the things that's important about being a tester in an environment like Ashes, where you're fundamentally testing a true alpha system, is be willing to spend some time outside of gameplay to read through forums and what other testers have said and are saying as well, because that will better help contextualize your feedback also, and it'll give you insight to what others have been saying, maybe have you think a little bit differently about your experiences. I think that's an important thing. I also think one important thing, and it's not really something that testers or non-developer audiences can do per se, but I would say an important part is understanding the stage at which the development is supposed to be at. Meaning, for example, like when I say, hey, we don't have much of the UI implemented at all, a lot of this is placeholder. And then if a response or feedback is like, you know, I hate this UI, well, you know, if I read that and I'm thinking, yes, me too. I hate the UI as well at this stage, and it needs to be more functional, but that's something for a future testing period. So becoming familiar with what you're testing and why you're testing what you are testing. I would say that's an important thing. But let me just say, with that question being answered, just read, because we do provide you a list of what we are properly testing. But with that question being answered, I will say our community has performed amazingly when it comes to feedback and when it comes to testing, because true testing is a difficult task. I mean, it is a very redundant / repetitive / monotonous / you know, you're not playing a game. And that's something that we've tried to say many times in the past about alphas, at least with regards to Ashes. We told people don't buy unless you want to help the development process, right? Yeah, but I think... Which is really funny from a marketing perspective of being like, don't buy this. It is funny. But I think we saw super positive response from the community regardless of that, right? Ну да, они говорили, то есть, типа, не покупайте, ни в коем случае не покупайте наш доступ на Альфа-1, если не знаете, что такое тестирование. At least reading what the players are saying gives us confirmation that our intentions are down the right road of what players want to see. And that's always a good thing as well. All right. We took a long answer for that.
I'm so sorry. No, I think it's great. I think both of us. Well, that was an important question because it references the community specifically. Yeah, I know. I love that you were telling people kind of like read up. I think a lot of the times, even on the community side, from our perspective, our community managers are basically like broken records. They get very used to answering the same question over and over again. We do supply a lot of answers for you on our support side. Like literally, there's a KB articles for almost everything. The community has an amazing wiki with a lot of answers. Like, мне интересно, я как-то некоторые вещи писал напрямую тосту в Discord. Ну, то есть, допустим, я советовал, типа, не надо запускать первую альфу, пока не будет хотя бы какой-то там редактор персонажей, потому что, ну, типа, очень будет плохой отзыв. Вот. Такие вещи. Она сказала, типа, пишите все на форум. Я открыл, ну, как бы на форуме, там просто нереальное количество постов. В каждом посте несколько ответов. Там, я сделал такой пост, там тоже много ответов, ну, в основном тоже согласились, что лучше, конечно, сделать более качественный там редактор или графику. Вот. Но мне просто интересно, насколько они все это читают и как они это все анализируют, потому что информации куча. Или, может быть, там какие-то интересные идеи выписывают просто, и этого достаточно. I think that there is a varying degree of opinions on what action targeting means, so to speak. But as I've clearly defined in the past, and as you can research on Wiki, our opinion on, at least my opinion on action combat, is, I think, well represented in the way we want to hybridize that combat in Ashes of Creation. And I think that there is going to be a good balance between those two, and it should be a seamless transition between the two as well. You know, we're going to be fleshing that out further as we move forward. And I'll answer this next one, which is from Pyrial/Pyrial. They want to know about dwarves. Will the Dunir be seeing an update on their appearance? Yes. You all have sent us a lot of feedback. We are going to be showcasing a lot of those changes next month, probably. I've been working with форум Альфа 1, наверное, он доступен только тем, у кого есть at least show you guys some work in progress changes next month on our development update. So stay tuned. We heard you. A lot of us love dwarves. We agree. So you'll be seeing some changes coming along. And I've been working with Ryan Richmond, who's our lead concept artist, on some of those changes that we'll be making to the Dunir dwarves to make them more traditional fantasy stout-looking dwarves, right? Thick boys. Thick boys and girls. But yeah, that's. I don't know if it'll make it by next month because there's some revisions that we're here going back. Yeah, I think we're going to show some Друнирские дворфы станут более традиционными, крепкими мальчиками, девочками. Because the base of the models that they create, like, are going to. Не будут такими мелкими, and the dwarves that you saw in Alpha 1 actually will be more similar to the Nikua. As well. So something to be said about that. Ooh, nice. All right. And then we have from Sethrago wants to know about orcs. Will the more goblin-esque Vec be as short as dwarves or just slightly shorter than their Renkai brethren? No, I believe they are slightly shorter than the Veilun, but slightly taller than the Dunir. So they're in between the two. And Angelic Shia wants to know about stats. Are our stat points, strength, dex, int, granted statistically as we level based on our class, or can we reallocate them as we wish, kind of like adjust them? So as of right now, definitively, there is going to be a tattooed system, which will allow certain slots for you to apply stat migration, but it's a give and take relationship. There will be higher quality magical tattoos that can be applied to the character in order to adjust stats, but for the most part, enchantment. Exactly. Yeah. Yes. Yes, tattoo system.
Ну, в общем, будет татушки, как в ла 2, как я понимаю. Ну, короче, много всего из ла 2 взято, так или иначе. В общем, разные вещи будут оттуда брать. Ну, это не важно, откуда все взято. Главное, как это опять-таки будет реализовано. Если, допустим, возьмут ПК-систему, PvP ПК-систему из ла 2, которую уже сделали, но будет хреновый способ смытия кармы, то PvP не будет абсолютно никак популярно. Вот. Так что надо будет все это, конечно, смотреть. Will there be any large-scale consequences when many players in a group, guild, region, religion, etc., become corrupted frequently or for an extended period of time? Ooh, interesting question. It is an interesting question, but no, there are not group dynamics or mechanics that revolve around mass murdering people in the world. The corruption system is intended to deter mass murdering, not to provide incentives by which players can go out and gain corruption. So that would be a little bit anti. I think they're wondering if there's going to be consequences, large-scale consequences. So, for instance, I think the question is more along the lines of like, if my guild has no one corrupted and your guild is like 80% always killing people and always corrupted, will your guild have repercussions because they're corrupted versus my guild? No, I don't think so either. And the reason why is, we want to deter it, but we don't want to make the system meaningless. And if the deterrent becomes too heavy-handed, then it's a system without a purpose. And, I think that the intent behind the corruption is that, like, during a rise in passion and, like, anger and whatever, you want to make this decision and do something, and you'll suffer the repercussions later. But if those repercussions are just overwhelmingly bad and even antisocial in the sense that like your guild is like, hey man, you went corrupted and this gives us like corruption points on the guild and like, you're out of here. Like then people just aren't going to choose to use it. Ну, не то, что относительно недавно спорили, но я примерно одно и то же говорил, что как раз вот Стивен говорит, что типа ПК-система это как раз отдельная система, вот она сама по себе, да, вот ПК-система это как вот, не знаю, там крафтовая система, да, или там, не знаю, любая другая система. В ней должны быть и плюсы, и минусы, и никто им не будет заниматься, если будет, допустим, очень большие штрафы. И вот то же самое здесь. То есть, как бы, ПК-система, она сделана не для того, чтобы там ограничивать дико, там, защищать от гангов или что-то еще, ну, и, там, типа, надо штрафовать тех, кто гангает. Она должна быть как раз сделана как в ла 2. На самом деле, одна из самых лучших, я считаю, систем. То есть, типа, ты можешь покашить, но если ты слишком запокашился, забылся, то из тебя может и боем упасть. Вот, в принципе, это вполне балансирует плюсы и минусы вообще вот этой всей штуки. В общем, Стивен молодец. Мне вот каждый раз, когда Стивен объясняет что-то, вот именно рассказывает свои мысли, как это сделано, не могу себя заставить поверить, что это какой-то обман, потому что ну, просто человек, который этим, ну, наверное, ну, не играл так много в игры, или, может быть, даже не живет, или у него нет никакого вот такого эмоциональной привязанности к этому жанру, особенно такому старому. Он не может так хорошо врать. Вот просто невозможно так хорошо врать. Так подробно рассказывать о каких-то вещах, как будто это вот ты сам это проходил. То есть можно поверхностно там обманывать, но вот именно так подробно я вот не верю, что это обман. Well, there's going to be gear degradation that occurs on death. In addition, obviously there's a time component, and also, there's going to be an associated quest system that determines when you're participating in a assault or a defense of a caravan. Ну, ПК это обычная система, то есть это как бы ПК сделано для того, чтобы либо получить какое-то преимущество, например, на споте остаться, да, убить какого-нибудь монстра, либо, ну, может быть, выплеснуть эмоции. Понятное дело, это вот как бы одна часть ПК. При этом ты как бы с этого ничего, в принципе, не получаешь. Вот, теряешь намного больше. Но если сделать потери еще больше, то есть там штраф, там какой-нибудь дополнительные очки ты там теряешь, там минус репутации, еще что-то, то никто этим заниматься не будет. Поэтому, понятное дело, нужно все это балансировать. Штрафы за то, что ты
умираешь красным, они уже достаточно большие, потому что ты будешь там терять какие-то шмотки. Если еще больше делать, то кому это вообще надо? Плюс еще вообще сама ПК-система, ну, как бы хорошая ПК, да, которая, она предполагает то, что всегда ты в таком небольшом напряжении находишься, ты качаешься, но знаешь, что как Влад 2, допустим, качаешься на споте, никого нет, заметил чувака, все, напряжение поднимается, пульс поднимается, напряжение, думаешь, убьет, будет тебя атаковать тебя или нет, еще там возьмет тебя в таргет, небось. Ну, по поводу защиты новичков, это всегда можно устроить, то есть, например, там можно сделать в безопасных более-менее местах там временный неуяз или там, не знаю, защита от новичка или что-то подобное. Игра страшная, ты имеешь в виду картинка, но у каждого свое видение, у каждого художника. На самом деле, мне тоже не очень нравится, но это западные разработчики. Надо понять, что западные разработчики, они не то чтобы они не любят красоту, но они к ней относятся более спокойно. То есть, например, почти все самые красивые игры, они были сделаны именно, ну как красивые, наверное, такие там, гламурные, да, наверное, правильнее будет так сказать, которые приятны глазу особенно. Они были сделаны на Востоке, то есть в Корее, в Китае, в Японии. Вот, но там такая культура. На Западе игры делаются более спокойно, да, то есть более спокойные углы, окружности, где надо или не надо. Вот, более спокойные костюмы. Да, любую практически игру можно посмотреть, и оно так и сделано. То есть, например, ну, какие известные игры есть? Там, TERA. Опять-таки, TERA, да, это со временем очень старая игра, да, поэтому, может быть, у него качество получше. Опять-таки, даже если взять TERA, сравнить с какой-нибудь там, не знаю, практически любой корейской игрой, видно будет, что TERA такая средненькая по качеству. Вот, WoW, следовательно, ну, я даже не знаю, какие там еще есть игры. Мир 4, надо посмотреть. Ну, это топорность, это же, я говорю, это вот... в смысле, нет, если ты говоришь про анимацию, вот эти все вещи, это еще будет дорабатываться. Это как бы... Надо понять, что, ну, анимация это не самое важное в начале. То есть это дорабатывается же потом, все вот эти тонкости. Вот. Но не стоит ожидать, что это будет прям какая-то супер, там... конфетка, да, потому что конфетки делают в Корее. Но, опять-таки, не всегда там хорошо все. Вот. Игра это самое на данный момент потенциальное, я считаю, то есть более перспективные, более ожидаемые игры на данный момент нет, потому что если она, вот задумка игры выстрелит, то это будет новый жанр, то есть это, точнее, новое ответвление mmorpg жанра, и, скорее всего, за этим ответвлением будет будущее. Если, соответственно, не выгорит, игроки не смогут играть так, как разработчики задумали, или разработчики не продумают какие-то моменты, то пока это еще будет, ну, в общем, прогресса в MMORPG жанре не будет. Ну, то, что она внешне... Во-первых, она, ну, как внешне страшная. Тут у каждого свое... каждому нравится свое, да, как всегда, да. Каждый видит по-своему это все. Если ты, грубо говоря... сейчас, секундочку. Если ты смотришь только на одно все время, то, понятное дело, тебе нравится только одно. Так, подожди, сейчас это какое у меня? 16, я не помню, что-то я записывал тут. Это вот какие-то у нас были. Это вот альфа была. Кстати, вот в городе, да, FPS. Вот народу тут, ну, по-моему, 300 человек, что ли, что-то такое было. Даже при таком FPS, в принципе, терпимо на самом деле. Какие у меня еще есть такие интересные?
На самом деле, вот так, если играешь, графика вполне хорошая. Дело не в игре 90-х. Ну, а какой вы хотите? Там игра будущего, космос, там, не знаю. Тут надо понять, что вы хотите, какую графику. Вот, допустим, сейчас Black Desert, да, делают вот эту свою экшен игру. Только они, понятное дело, отказались от mmorpg, потому что там были бы просто постоянные лаги. Вот, соответственно, они даже там постоянно лагает. Ну, потому что сделать качественную, хорошую графику, и чтобы это было MMORPG с открытым миром, с массовыми боями, это невозможно сейчас без хорошего FPS. Это просто невозможно. Как бы лагать будет постоянно. Вот, поэтому приходится немножко жертвовать графикой. И, в принципе, на данный момент проблема не в графике. То есть проблема, что не делают нормальных игр, не делают нормальных MMORPG. Просто. То есть в которые интересно играть не только в мини-КПшке, а просто вот в большом количестве людей. То есть, когда кланы, альянсы, там, союзы, вары, там, и так далее, как вот там той же самой ла-2, да. Почему ла-2 популярна? Потому что замены банально у них нет. Ну, так Lost Ark, извини меня, во-первых, она лагает даже когда максимально там 30 человек, и во-вторых, да, там локации все максимум рассчитаны на 30 человек, и она там дико лагает. Мы же говорим про, во-первых, 3D-модельки, да, мы говорим, во-вторых, про, соответственно, большое скопление людей в одном месте. Ну и также нужно понимать, что игра делается на движке Unreal Engine 4. То есть это современный движок Unreal Engine 4, на котором там тот же самый Fortnite делается, да, соответственно, следовательно, возможность сделать графику, она есть. Есть супер возможность сделать крутую графику. Здесь проблема только именно в художниках, как я понимаю. Но на самом деле здесь это очень большая проблема, потому что, в общем, видение красоты у них немножко отличается от того, что видим мы, наверное. Смутные времена для ММО закончатся. Ты имеешь в виду, начнется хорошее время? Ну, когда разработчики перестанут бояться делать игры. То есть сейчас делают просто для заработка, вместо того, чтобы вот... Ну, вот такие люди, как Стивен, соответственно, и это единственная возможность, надежда в MMORPG жанре. Ну, вот Star Citizen, Ashes of Creation, 2 игры, которые могут пробить стеночку и дальше, чтобы игра развивалась. Ну, не World, да, это как бы то еще говно. Вот. Ладно, завтра снова траить будет на Белакис. Заходите, кому интересно, будем умирать или проходить. Вот. Ну, а я сейчас, да, через месяц встретимся на стримчике от разработчиков. Пока ничего больше, никакой информации нет. Ждем уже вторую альфу. Ну, на второй альфе можно будет уже поактивнее... Начать, точнее, изучать. Даже не начать, а просто начать полностью изучать. Потому что там уже будет нормальная игра. Ну, Блейк, ты поздно пришел. Все. Да я сегодня уже так устал. Наигрались тут. В общем, если что, заходи завтра. Давайте, всем пока, спокойной ночи.